учетом всех последних событий в США, не очень, мягко говоря, хороших для демократов, им нужны победы. Серьезные победы, которые можно предъявить миру. Есть 3 кейса: Россия, Украина, Израиль, Палестина и Армения, Азербайджан. Конечно, эти 3 кейса неравнозначны по степени эффекта воздействия на американскую элиту и тем более избирателей, особенно наш. Но тут не до изысков, любая дипломатическая победа нынешнего Белого дома идет в копилку демократов, которая находится в дрожащих руках Байдена. Отсюда и челночные визиты американских делегаций разного уровня к нам и к нашим чумазым соседям. Труднее всего уговорить Алиева, с учетом того, что другие 2 конфликта еще в стадии тления, а он свой по сути завершил в свою пользу. Пойди теперь, убеди его остановиться в своих радужных мечтах о западном Азербайджане. И это помимо всех прочих причин, о которых я не раз уже писал, об отвратительной экономике диктатуры, требующей продолжения конфликта и перевода его в стадию бесконечности для отвлечения народа от забот насущных. Конечно, США понимают, что Алиев, являясь вассалом сразу нескольких господ, неволен решать судьбу своей страны в одиночку. И несмотря на то, что Белый дом крутит Эрдоганом и считает Турцию своей вотчиной, все же вассал моего вассала не мой вассал. Указания США через Эрдогана для Алиева давно уже не самое страшное, чего он может опасаться. Эрдоган не смог повлиять на Алиева в Казахстане и удержать того от сближения с Китаем, после чего демонстративно отказался приезжать в оккупированный Шуши. Благо какой-никакой, но повод появился, турки попали в четвертьфинал футбольного первенства Европы. Политика стала напоминать Голливуд уже давно. И мы видим, как вселенная DC Китай строится ускоренными темпами, засасывая в свою орбиту все новые страны. Бакинский астероид уже там. И миллион мусульман-уйгуров, томящихся прямо сейчас в концентрационных лагерях товарища Си Цзиньпина, для Алиева имеют такое же значение, как для товарища Си имеет значение сам Алиев. То есть никакого. Вселенную интересует территория, на которой волей случая выпало править сыну генерала КГБ. Но, как нам всем известно, на каждую вселенную всегда найдется свой противовес. Природа не терпит дисбаланса. На каждую вселенную DC найдется свой Marvel. Кинокритики отмечают, что Marvel легче, ярче и веселее, а DC отвечает за более мрачные истории. Поживем — увидим. В Абхазии отреагировали на заявление глав МИД Армении и Грузии о взаимном признании территориальной целостности. 3 июля Дарчиашвили на совместном брифинге с Мирзояном заявил, что Тбилиси и Ереван поддерживают и уважают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Призываем армянскую сторону не использовать шаблонные фразы о мифической территориальной целостности Грузии, которые противоречат объективной реальности, говорится в заявлении МИД Абхазии. В ведомстве также обратили внимание на позицию армянской стороны при голосовании на Генассамблее ООН в поддержку резолюции о положении внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Генеральная ассамблея ООН в Нью-Йорке 5 июня в рамках 78-й сессии приняла инициированную Грузией и 63 странами резолюцию о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона Южной Осетии, Грузия. Резолюцию поддержали 103 страны, в том числе Армения. Настораживает тот факт, что впервые представители Армении проголосовали в пользу данной резолюции, несмотря на то, что армянская диаспора Абхазии занимает важное место в процессе становления и укрепления независимости нашей республики. Сохраняем надежду на то, что в ближайшей перспективе руководство Армении сделает правильные выводы из сложившейся ситуации и скорректирует свою позицию по данному вопросу, говорится в заявлении. По скриптум. Эти лицемеры вспоминают об армянской общине только когда надо сказать гадости или озвучить угрозы в адрес Армении. Кто живет в Абхазии или знаком с абхазскими армянами, может подтвердить, что армян там едва ли не больше, чем абхазов, но они там давно задвинуты на вторые роли.
Так что пусть это кукольное Министерство иностранных дел Абхазии вспомнит, что ее независимость может закончиться так же внезапно, как началась. Если России понадобится, она, не моргнув глазом, сдаст Абхазию и Южную Осетию, когда этого сдала Арцах. И в этом виноваты будут не армяне. Секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян сделал очень важное заявление. Армения обсуждает с США проект строительства новой атомной электростанции, переговоры уже перешли в предметную стадию. Сейчас обсуждается правовая основа, а в Соединенных Штатах завершаются внутренние процедуры. Мой комментарий. Это больше, чем просто новость. Одним из краеугольных камней международной политики США является нераспространение оружия массового поражения. Контроль над ядерной энергетикой – один из компонентов такой политики. Соединенные Штаты не станут сотрудничать с какой-либо страной в области ядерной энергетики, если есть подозрение в том, что ядерные материалы могут оказаться в руках третьих стран, а технологические процессы нетранспарентны. Это во-первых. И второй фактор – если условия строительства и эксплуатации объекта атомной энергетики не соответствуют строгим критериям безопасности. Проще говоря, американцы не стали бы даже обсуждать с Арменией вопрос строительства новой АЭС, если бы не были уверены в армянских партнерах. А еще там есть один серьезный компонент, о котором я умолчу на данном этапе. Во время трехсторонней встречи президента Азербайджана Алиева, президента Турции Эрдогана и премьер-министра Пакистана Мухаммеда Шахбаза Шарифа стороны выразили обеспокоенность проведением внерегиональными государствами политики милитаризации на Южном Кавказе, пишут азербайджанские СМИ. Стороны обсудили совместное производство в оборонной промышленности. Они также условились регулярно проводить совместные учения. По скриптум. Трио террористов очень не любит, когда кто-то мешает им кошмарить других, например, Армению. Строго говоря, Пакистан никаким боком не относится к Южному Кавказу, но спокойно участвует в милитаризации региона, продавая алиевскому режиму истребители. Это другое, вы не понимаете. К чему я это? Да к тому, что некоторым казалось, что они могут делать все, что угодно, а Армения ничего не сможет сделать. Но мы сейчас видим, как западные державы, как США интенсивно помогают Армении практически во всех сферах. Природа не любит дисбаланс. Чему есть начало, тому есть конец. Подписывайтесь на наш канал и пишите ваше мнение в комментариях.